Русский женьшень. Друзья, вы знаете, какое растение так называют? Нет? Сегодня вы об этом обязательно узнаете. Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. Сегодня в видео я расскажу вам, что я еще выманила, когда выманивала у орхидеи корни за неделю. Покажу вам темпы развития фаленопсиса всего за 1 месяц. Продемонстрирую применение моих методов ухода за орхидеями на практике. Ну и, конечно же, как обещала, мы пополним свою книгу знаний и книгу народных рецептов. Во вчерашнем видео я загадала загадку, в которой спросила, какое чудо растение будет главным героем сегодняшнего видео, и несколько зрителей отгадали. Сегодня во второй части видео мы узнаем непростые секреты самого простого лопуха. Для удобства пользования информацией в первом закрепленном комментарии под видео, а также в описании к нему я оставлю тайм-коды для простого перехода от одной части видео к другой. Но, как всегда, обо всем по порядку. На ваших экранах фаленопсис Carrot Cake. Именно он был героем видео «Корни за неделю». Без 2 дней месяц назад я показала вам результат. Результат воздействия сока алоэ на фаленопсис. Напомню вкратце, этот самый простой способ использования алоэ на орхидеях для тех, кто не захочет смотреть предыдущее видео, ссылку на которое я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под видео. Мне понадобилось всего 5 сантиметров листа алоэ древовидного или бабушкиного алоэ. Я разделила лист пополам, предварительно срезав колючки по обе стороны листа. Выдавливая сок прямо кисточкой, я обмакивала кисточку в этот сок и смазывала ствол или стебель орхидеи со всеми прилегающими листьями. Пожалуйста, будьте внимательными и обращайте внимание не только на то, что я делаю, но и на то, в какой стадии развития находятся все части фаленопсиса. То есть смотрите на молодой лист, каким он был на тот момент, когда я обрабатывала растение, каким он стал через неделю, когда я показывала вам эти корни за неделю. И, как всегда, у вас будет уникальная возможность посмотреть, каким этот же самый лист стал сегодня. Итак, внимательно оцениваем растение и запоминаем, каким оно было ровно 1 месяц и 1 неделю назад. Еще раз акцентирую ваше внимание, что обработке подвергался не только ствол орхидеи, но и все прилегающие пазухи листьев. И после выхода предыдущего видео в комментариях мне резонно задали вопрос: а где же цветонос? Ведь алоэ так умело зацветает фаленопсисы. А действительно, подумала я, ведь я так тщательно промазывала кисточкой все пазухи листьев, именно те места, откуда обычно появляются цветоносы. И я пошла разглядывать объект своих исследований. То, что я увидела, и вы можете сейчас видеть на своих экранах, я обнаружила цветонос. Таким образом, мы еще раз можем сделать вывод, что нет лучшего средства для выманивания корней и цветоносов у фаленопсисов, и это сок обыкновенного алоэ. Каждую неделю я порывалась сделать видео и показать вам этот грандиозный результат, как всего за 10 дней после использования сока алоэ из орхидеи выманились не только корни, но и цветонос. И, конечно же, каждую неделю я фиксировала эти корни и этот цветонос, и именно поэтому у нас есть великолепная возможность посмотреть на динамику развития всего этого богатства.
И просто превосходно, что сейчас мне на глаза попался вот этот кадр. В видео об адаптации орхидей в покупных субстратах и покупных горшках мне задали вопрос, убираю ли я торф в стакан, так сказать, превентивно, то есть без пересадки. Нет, друзья, не удаляю. Вот сейчас на этом кадре я специально раскопала чуть-чуть кору для того, чтобы показать вам, что торф в стакан там на месте. Но не смогла этого сделать. Там такое огромное количество корней, что торф стакана даже не видно. Но он есть. Я оставляю все как есть после покупки, только проделываю огромное количество вентиляционных отверстий по краю горшка. Все остальное в посадке остается без изменения. Расскажу для тех, кто не знает, или для тех, кто только-только присоединился к каналу. Я всегда пересаживала фаленопсисы сразу после приобретения. И только с 24 сентября прошлого года провожу тест исследования на предмет адаптации фаленопсисов в покупных субстратах. В эксперименте принимают участие порядка 6 орхидей. Все они до сих пор не пересажены, все прекрасно себя чувствуют и показывают великолепную динамику в развитии. Ну а вы сейчас смогли пронаблюдать один из методов моего ухода за орхидеями – процесс опрыскивания фаленопсисов по листовым пластинам для открывания, принудительного открывания устьичных щелей на тыльной стороне листа фаленопсиса. И если вы совершенно не понимаете, для чего это нужно, если вы ничего не знаете о 2 путях фотосинтеза у орхидей, о С3 пути фотосинтеза и о КАМ пути фотосинтеза, пройдите в плейлист «Фаленопсисы. Вопросы по уходу» и изучите этот материал. Без понимания биологических процессов, которые происходят в организме орхидеи, понять орхидеи, понять, что им нужно для счастливого развития, будет очень сложно. При таком уходе орхидеи развиваются на глазах очень быстро. Вы посмотрите, каким стал тот листик, который только-только показался на момент обработки соком алоэ. Это уже большой и полноценный лист. Не смогла лишить себя этого удовольствия и покажу вам еще раз. Вот таким был листик на момент обработки 1 месяц и 1 неделю назад. А вот таким он стал сегодня. И не верьте никому, кто бы вам не говорил, что орхидея выращивает за год 2 листа. Вот эти 2 верхних листа эта орхидея вырастила в домашних условиях ровно за 4 месяца. Для тех, кто не может поверить своим глазам, я напоминаю, что на канале есть несколько видео об этой орхидее, о фаленопсисе Carrot Cake или морковный пирог с момента его приобретения и до наших дней. Все эти видео хранятся в плейлисте «Фаленопсисы. Вопросы по уходу». Развиваются долго и мучительно только те фаленопсисы, которые идут одним путем фотосинтеза. То есть запасаю строительный материал для своих нужд лишь в ночное время. Этот путь фотосинтеза называется КАМ-путем. Мы идем вместе с нашими фаленопсисами другим путем, а именно факультативным методом фотосинтеза. Именно таким путем фаленопсисы развиваются в теплицах у профессиональных гроуверов. Именно такой факультативный или самонастраивающийся путь фотосинтеза я и использую в агротехнике своих орхидей. Если вы в первый раз на этом канале, то я расскажу, что в своих агротехнических мероприятиях я не использую ничего химического, ни удобрений, ни стимуляторов, ни активаторов, ничего, кроме того, что можно собрать или сделать своими руками. Ничего, кроме того, что дарит нам сама природа. И сегодня я расскажу вам еще об одном чудо-лекаре или даже чудо-целителе, о русском женьшене. Расскажу о непростых секретах,
простого лопуха. Не заметить это растение сложно. Его большие зеленые листья обязательно привлекут ваше внимание. Вот только проходя мимо лопуха, часто ли мы задавались вопросом, откуда он взялся и почему так называется? Лопух принадлежит к семейству астровые и представляет собой крупное двулетнее травянистое растение. Цветет он в июне-августе, а плоды созревают в сентябре-октябре. Вообще лопух – азиатское растение. На Руси он появился после татаро-монгольского нашествия, проделав путь в несколько тысяч километров на лошадиных хвостах и шерстяных покрывалах татарских юрт. И лишь в начале XIX века лопух перекочевал в Западную Европу с обозами русской армии, преследовавшей Наполеона. Лопух можно без преувеличения назвать женьшенем средней полосы России. Лекарственным сырьем служат листья, колючки и корни лопуха. На первом году жизни у лопуха вырастают огромные листья, а на втором – высокий стебель, который бывает выше человеческого роста, с небольшими фиолетовыми цветами. Затем растение отмирает. Самое примечательное у лопуха – его большие листья. В них очень удобно заворачивать огородную зелень и цветы. При перевозке они не завянут. Недаром назвали лопух русским женьшенем, ведь настой лопуха – это лучшее средство, восстанавливающее обменные процессы в организме не только орхидей, но и человека. Листья лопуха собирают до цветения. Если есть необходимость заготовить листья, то их сушат в тени небольшим слоем. Срок годности сухих листьев – 1 год. Химический состав листьев лопуха включает в себя витамины Е, К, В1, В2, В5, В6, В9, ПП и холин, огромное количество природных аминокислот, инулин, протеин и дубильные вещества. В этом химическом составе больше всего нас интересуют витамины группы В и полный спектр незаменимых аминокислот. Сегодня я для вас и для фаленопсиса Carrot Cake приготовлю настой из листьев лопуха. Для этого я возьму стеклянный сосуд объемом 1,5 литра из толстого жаропрочного стекла. Заполню банку листьями лопуха на 2/3, предварительно измельчив листья ножницами. Сырье в банке не трамбуется и не приминается. Если вы собираетесь использовать настой из листьев лопуха не только для орхидей, но и для себя, предварительно листья хорошо и тщательно промойте. Заливаем листья лопуха в банке доверху хорошо горячей водой. Температура воды от 70 до 90 градусов Цельсия. Вот именно такой настой вы можете использовать для ополаскивания своих волос и для втирания настоя в корни волос. Необыкновенно укрепите свои волосы. Ну а дальше все как всегда. Если листья всплыли, обминаем их немного ложкой для того, чтобы листья были полностью покрыты горячей водой. Накрываем крышкой, укутываем чем-то теплым и настаиваем до использования сутки. На следующий день настой процеживаем, заполняем пульверизатор в пропорции 1:2. То есть половину пульверизатора настой лопуха, вторую половину обыкновенная кипяченая вода. Почему именно для этого фаленопсиса, для Carrot Cake я выбрала настой лопуха? Часто в комментариях я читаю, что у зрителей, а точнее у орхидей зрителей, проблемы начинаются во время выгонки цветоносов. Почему? Я много раз вам рассказывала в предыдущих видео, что все процессы в организме орхидеи точно так же, как в организме всего живого, подчинены
гормональным изменениям. И когда эти изменения происходят, естественно, меняется иммунный статус орхидеи. Иммунитет орхидеи чаще всего падает, а обменные процессы очень сильно меняются. И именно лопух с его свойствами царь и бог в регулировании обменных и иммунных процессов. Вместо ежедневного опрыскивания обычной кипяченой водой сегодня применяем опрыскивание с использованием настоя лопуха. Я опрыскиваю, не боясь, и настой попадает везде. И в центр розетки фаленопсиса, и во все пазухи листьев, и немного даже в субстрат. Это не страшно. Знаете, еще о чем забыла сказать? Помимо иммуномоделирующего и регенерирующего свойства, у настоя листьев лопуха есть еще одно невероятно полезное качество. Эта информация будет полезна также огородникам. Настой листьев лопуха очень эффективен в борьбе с вредителями. Настой используют для опрыскивания против гусениц капустной белянки, капустной моли, совки и множества других вредителей. Хороший эффект дает смесь настоя лопуха и листовой горчицы 1:2. Используют его против тли, луговых клопов и табачных трипсов. К слову сказать, в комментариях стали появляться первые отзывы об использовании чистотела после выхода видео о нем. Так вот, у зрителей пропадают мошки, так называемые грибные комарики. Напомню, чистотел – признанное средство в борьбе с трипсом. И если вы еще до сих пор не посмотрели видео об использовании чистотела на орхидеях, ссылку на него я оставлю в первом закрепленном комментарии под видео. Раз за разом я продолжаю показывать вам воду везде, в том числе и в центре розетки орхидеи. Я делаю это для того, чтобы вы видели, что вот конкретно взятая орхидея, а вот вода и в центре розетки, и в пазухах листьев. И вы видите сам процесс опрыскивания месяц за месяцем. Орхидея не только не умирает, все мои орхидеи, но и показывают невероятно быструю динамику развития. И мои результаты, и видеоотчеты зрителей уже неоднократно показывали и доказывали, что не воды боятся орхидеи, не ее, они боятся неправильных условий содержания и невыверенной агротехники. Ну а мы еще раз полюбуемся на новый цветонос фаленопсиса морковный пирог. На его новые прекрасные корни от ствола. Хочу заметить, что эти корни, а точнее веломен на этих корнях уже вызревает. Вы посмотрите, корни начинают зеленеть после опрыскивания. Ну и, конечно же, оценим общий вид растения. Посмотрите, вот эти два верхних листа – это уже оба домашние листа, выросшие в домашних условиях за последние 4 месяца. Архивные кадры: на момент покупки у орхидеи было всего 5 листов, 4 из которых полноценные и 1 маленький. Сейчас у орхидеи 7 листьев, прекрасных, больших, здоровых, с великолепным тургором листьев. И в довесок к этим великолепным листьям пучки корней и новый цветонос. Вот так, друзья, выманивая корни у орхидеи, я выманила еще и новое цветение. Выманить корни у фаленопсиса за неделю, а цветонос за 10 дней. Возможно ли такое? Конечно, возможно. И в этом вы сами смогли убедиться, посмотрев данное видео. И именно на этой вдохновляющей ноте я буду завершать свой сегодняшний рассказ. Напоминаю вам, что 19 минут вы провели вместе с каналом «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал, если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео, и оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.